Motorcycle.com назвал Tiger Sport 800 лучшим туристическим мотоциклом года, а по версии MCN это лучший allrounder года. Почему такой выбор, я попробую сегодня объяснить. В конце 2024 года компания Triumph анонсировала Tiger Sport 800. Сразу было видно, что это фактически 660 на том же шасси. С одной стороны, 660 отлично сбалансирован, и 800 я воспринимал как богатую комплектацию, где подвеска чуть лучше, тормоза чуть лучше и моторчика чуть больше, но в остальном видно, что это тот же самый мотоцикл. А год назад в течение пары недель я тестировал мотоциклы этого класса: BMW 900XR, Multistrada V2, Tracer 9, Tigraf 800 и 900 и, конечно же, Zodas 703F. Восприятие 800-го Тигра после теста изменилось, потому что мотора много, из-за чего Тигр не воспринимается как дорогая версия 660-го. Это реальный конкурент Трейсеру, в некоторых аспектах даже лучше. Сейчас дошли руки снять полноценный обзор Tiger Sport 800 с уже улежавшимися мыслями, которыми пора поделиться. Первое, с чего хотелось бы начать, с ценового сегмента. Это важно. Tiger Sport 800 в Европе имеет заманчивую цену. Дешевле базового деревянного Tracer 9, который на многих рынках не продается даже в Европе. К примеру, в Германии по какой-то причине недоступна базовая версия, а это крупнейший рынок Европы. В Японии тоже базовый Tracer 9 не продают, а большинство трейсеров в Россию привозят с японских аукционов. В общем, часто доступен минимум Tracer 9 GT, который стоит на треть дороже. Также на треть дороже Tiger 900 GT Pro и Multistrada V2. Без вопросов, Ducati по совокупности качеств лучше, но это другой ценовой сегмент. Еще можно приплести Turismo Veloce, будет еще дороже. Единственный мотоцикл, который конкурирует по цене, и то даже на родном немецком рынке продается дороже Тигра, BMW 900XR. Плюс, если XR в комплектации с круиз-контролем и квикшифтером, который у Тигра есть в стоке, XR тоже становится на треть дороже. И вот если в Европе в руках держать конкретные 12 тысяч евро и думать, что купить спорт-туристическое, не так, чтобы большой выбор. Самое поразительное, что по многим аспектам Тигр все равно уделывает более дорогих конкурентов. Взять, например, внешность. На мой взгляд, это один из самых красивых мотоциклов в классе. Вы можете со мной не согласиться, но если попытаться проанализировать, можно заметить, что, во-первых, у Тигра нет нерабочей стороны, он с любого угла гармоничен. Никакого странного стекла, клювика или торчащих деталей, никакого переигрывания с инфантильностью или брутальностью. Это аккуратно нарисованный мотоцикл в спортивном стиле. Относительно 660-го 800 выглядит еще более аккуратным и спортивным за счет закрытой нижней части. На вездесущих кроссоверах и тур-эндуро пластикового плуга нет, и это однозначно воспринимается как что-то спортивное. Но самое важное, Тигр выглядит именно так, как едет. Скажем, XR берет черты от спортбайка, но мотор от трактора. Трейсер по характеру компактный спорттурист, но внешне в последнем поколении пытается быть большим турером. С Тигром дети будут дергать за рукав и спрашивать: дяденька, это гоночный мотоцикл? Новый Трейсер разве что на постах ДПС останавливают, если нет таблички пустой. Когда человек любит эстетику ралли, ему не нужен спорттурист. Когда человек любит спортивный стиль, ему и мотоцикл хочется спортивный. На Тигре, когда начинаешь ехать, нет ощущения, что тебя обманули, как в случае с 900XR, поэтому красота в контексте. Кстати, я иногда упоминаю в обзорах эту модель, так в комментариях обязательно отмечают, что кто-то что-то слышал о ненадежности, вроде у кого-то кардан сломался на этом мотоцикле. Отдельно подчеркну, Tiger Sport 800 никакого отношения к Tiger 800 не имеет ни по двигателю, ни по шасси. Абсолютно другой мотоцикл с другим характером мотора. Я сразу после Tiger Sport 800 взял Tiger 900 GT последнего поколения. Не самый овощной мотоцикл, правда? Так вот, после 800-ки он как будто не едет. Точнее, на низах в городе едет, конечно, но 800-ка гораздо бодрее на разгонах и обгонах. Мотора много. 115 сил, 90% момента доступно уже где-то на 6000 оборотов. Естественно, это среднеоборотистый двигатель, но он очень комфортен на низких скоростях. Основная проблема со спортивными моторами не в том, что у них мало момента на низких оборотах. Если взять заряженные литры и больше, очевидно, что там момента даже внизу больше, чем у низовых среднекубатурных двигателей. Однако большинство спортивных мотоциклов нестабильно работают на низких оборотах. И рваная тяга, и выраженные провалы, и как будто начинают глохнуть на бедной смеси.
У Тигра не так, у него очень плавная подача момента на всем диапазоне оборотов, и на нем комфортно и стабильно ездить на низких скоростях, в том числе в стоячих пробках. И никакие евронормы танцевать не мешают. Собственно, ровно та же история, как с 9-м трейсером. Если их нос к носу сравнить, можно обнаружить отличия, но в целом это максимально похожие моторы по характеру и динамике. Даже вибрации похожие, легкие на самом верху, но оно и понятно. Оба мотора используют коленвал с равномерной схемой вспышек, у обоих моторов одинаковый диаметр поршня. В связи с похожестью моторов вот о чем стоит сказать. Tiger Sport 800 – редкий мотоцикл в аренде. Я, например, не нашел его в аренде ни в Испании, ни в Португалии. На юге Испании даже есть официальная внедорожная школа Триумф, на базе которой проводятся пресс-туры новых тигров и скрэмблеров. Я там большинство тигров брал в аренду. Так вот, даже у них нет линейки Tiger Sport. А сейчас ездил на мотоцикле приятеля. У него, кстати, есть свой маленький YouTube-канал, на котором он высказывал впечатления от мотоцикла, особенно после своего старого 660-го Тигра. Ссылку в описании положу. А то ведь блогеры-шмогеры часик покатаются и несут чепуху, только владелец может понять байк. Так вот, чтобы понять динамику двигателя Тигра, достаточно знать характер мотора трейсера. Либо можно взять трейсеры любого поколения в аренду и прикинуть небольшие отличия в эргономике и подвеске, а в целом очень близкие мотоциклы. В деталях отличия есть, но по обзору поймете, где именно. Если понравится динамика трейсера, понравится и Tiger Sport 800, не сомневайтесь. Тут позволю себе напомнить, что можно слетать в Лиссабон, где в Rent Moto 5 есть трейсер 9 GT последнего поколения. Я буквально на днях вернулся из Португалии, сейчас все цветет, красочно и комфортно. У меня есть на Google картах отмеченные красивые асфальтовые дороги в Португалии, куда я рекомендую съездить. Идеальные места для трейсера тоже в описании положу. Другое дело, что у трейсера добавляется ощущение динамики от звука глушителя. У трейсера глушитель прямо под мотоциклом, причем в последнем поколении выходное отверстие направлено в асфальт, поэтому на Ямахе насыщенный отраженный звук. У 800-го Тигра относительно 660-го, наоборот, глушитель удлинили максимально назад. Понятно, что выпуск сделали длинным ради улучшения характеристик мотора, но глушитель и слышно меньше, и за счет длинной трубы более спокойный, нерезкий звук. Для меня тишина – это отдельный пунктик в комфорте, мне на Тигре приятнее долго пилить по магистрали, в разы меньше устаю. Плюс на трейсере и Тигре отличается концепция стекол. На Ямахе высокое стекло, характерное для кроссоверов, который пытается убрать весь поток с шлема. Если попал по росту так, что воздух проходит выше шлема – молодец. Если рост выше какого-то уровня, поток весь собирается в центре и бьет в макушку шлема. Нужно подбирать стекло под себя для хорошего комфорта. У Тигра типичное спорттуристическое стекло, которое убирает давление воздуха на шлем и распыляет воздух вокруг. Тихо и шлем не треплет на скорости. Я по магистралям ездил долго, 160 км в час по GPS, это для меня комфортная скорость на Тигре, дальше уже не особо приятно. На трейсере выше 120 км в час мне лично долго ехать не хочется из-за стокового стекла, хотя оно сильно выше, чем на Тигре. Не смотрите, что тут уже не родное стекло, я ездил с родным, и концепция та же, аэродинамичное стекло, мне и с ним было комфортно. Кстати, на 660-м такое же по форме стекло, но у 800-го есть еще дополнительные дефлекторы по бокам. В горах было прохладно, а я в продуваемых перчатках. Не дуло, как будто стоит полноценная защита рук. Аэродинамика вообще хорошая, если в уме держать короткую спортивную геометрию мотоцикла. Нарекание. Визор быстро залепляется мошками, в верхнем положении стекла даже в камеру на подбородке мошки прилетают. По эргономическому треугольнику Тигр чуть комфортнее основных конкурентов Трейсера и XR. Руль относительно сидения практически в том же месте, что и на BMW с Ямахой, а вот подножки у Трейсера на несколько сантиметров сдвинуты назад относительно остальных, из-за чего ноги с высоким ростом быстро затекают. На Тигре все равно колени немного поджаты, на магистрали с ростом от 180 все равно рано или поздно начнут затекать, но раза в 1,5-2 медленнее, чем на Трейсере. По городу и серпантинам каких-то минусов и с высоким ростом не заметил, но и на Трейсере в такой эксплуатации проблем не было. По совокупности факторов Тигр для меня ощутимо комфортнее, хотя как и Трейсер, это мотоцикл скорее для среднего роста. Для покатушек на выходных и с высоким ростом подходит, но в длинное путешествие я бы выбрал другую модель. Рядные трешки шире двушек, при прочих равных тут рама достаточно широкая, а еще Триумф расширяла раму.
Говорят, чтобы засунуть независимые дроссельные заслонки на каждый цилиндр. И это же касается и нового 660. Вкратце, 3 отдельных дроссельных заслонки вместо одной навкуски уменьшают объем между заслонкой и клапаном, что позволяет уменьшить инерцию воздушного потока для резкого и точного отклика на изменение положения ручки газа. Не путайте резкий отклик с неконтролируемым, как на китайцах. У Тигра всегда четкая дозировка. Еще чисто теоретически меньше турбулентных потерь и лучшие верха. Так вот, сопутствующий от расширения рамы, бак и на 660, и на 800 стал побольше, на обоих байках изменились боковые обтекатели и немного сиденья. Бак по размеру примерно как у трейсера, но по факту у Тигра запас хода выше. Официальные 4,7 литра на 100 км в среднем не самом пенсионерском режиме реальный, но ориентироваться стоит на 5 литров. Даже если гнать как не в себя, средний будет 6 с чем-то. На легальных скоростях у трейсера примерно на пол-литра выше расход, может быть на литр максимум. Но на скоростях за 120 трейсер становится прожорливым. У Тигра аппетит даже на высокой скорости умеренный. Из забавного, расход у 800 по циклу VMTC ровно такой же, как у предыдущего поколения 660, но чуть ниже, чем у нового поколения. Торговый центр Formula X – мекка для московских мотоциклистов. 4 этажа с новыми и подержанными мотоциклами, экипировкой, запчастями, сервисами и так далее. Также в Формуле проходят отличные мероприятия мотожизни. Недавно вот в Ланкаре звезду открыли с целой шоу-программой. А с весны на территории Формулы X по четвергам, если погода шепчет, проводятся вечеринки с бесплатной джимханой, тестами мотоциклов, сеансами кино на открытом воздухе, шашлыками и так далее. Это по-настоящему культовое место на юге Москвы. Чтобы следить за анонсами мероприятий, подпишитесь на телеграм-канал Формулы, ссылка есть в описании. Увидимся в Формуле. Двигатель у Тигра задорный, натягивающий улыбку до ушей, но что мне особо нравится в этом мотоцикле – геометрия. У этой модели самая короткая колесная база в классе, даже короче, чем была на старом трейсере, на который все ругались из-за воблинга, и при этом трейл существенно короче всех конкурентов. У новых спорттуристов такую геометрию практически не делают, Тигр гораздо ближе к классическим спортбайкам. Gixxer 750, Gixxer 750, те же база с трейлом, тот же колесный форм-фактор, примерно та же мощность и масса килограммов на 10-15 больше. Из спорттуристов уместно сравнить разве что с VFR 800. По геометрии и колесам они похожи, только Тигр мощнее, экономичнее, существенно легче, при этом несравнимо комфортнее, с продвинутыми системами безопасности в виде угловых ABS и Traction Control. А также Тигр, в отличие от VFR, справляется с легкими грунтовками. Это к вопросу о том, что раньше мотоциклы были лучше. Вот вам конкретный мотоцикл, который с легкостью уделывает легенды прошлого. Как можно догадаться, на серпантинах байк ведет как чистокровный спортбайк с маленьким нюансом, о котором позже. За всю мою карьеру обзорщика Tiger Sport 800 больше остальных приблизился к тем самым ощущениям среднекубатурных спортбайков. Трейсер тоже близок, особенно старого поколения, но чуть другой, и на старом настройка тормозов так себе. На быстрых ходовых серпантинах много на чем можно получать удовольствие, и я не буду обесценивать другие туристические модели. Но Тигр дает огромное удовольствие и на среднескоростных, и даже на очень узких дорогах времен Римской империи, где нет разделения полос и две машины не везде разъезжаются. На таких серпантинах сильно вытормаживаешься перед каждым поворотом, и сами повороты резкие. Нужна сверхострая рулежка, прогнозируемые тормоза, контролируемая подвеска, задорный, но плавный мотор, чтобы хотелось разгоняться и не надо было перед каждым поворотом дергать коробку. Tiger Sport 800 – тот мотоцикл, в котором все эти необходимые компоненты есть. Чистое удовольствие. В этом как раз кроется отличие от Tiger Sport 660. На 660 и моторчик слабее ощутимо, и вилка без настроек побольше клюет, и тормоза не дает такую же четкую обратную связь. 660 Тигр все равно самый спортивный в своем классе, но компромиссы по компонентам крадут часть эмоций. В отличие от младшего брата, на 800-ке радиальные четырехпоршневые тормоза Хэхуан, стыдливо прикрытые логотипом Триумф, с армированными шлангами. Похуже, чем на 900-й линейке, но дают достаточную четкость и прогнозируемость. Я несколько раз говорил и скажу опять. Хорошие тормоза – это не про длину тормозного пути, а про предсказуемость. Когда понимаешь, что раз за разом прогноз четко совпадает с фактическим замедлением, начинаешь доверять байку и тормозить впритык перед поворотом, не оставляя лишнего зазора на разный люфт колодок относительно диска, на расширение шлангов и так далее.
Без этого понимания на серпантинах треть удовольствия теряется, особенно на таком остром мотоцикле. Я когда говорил, что Тигр по ощущениям максимально близок к спортбайкам, я имел в виду, что на спортбайке управление немного отличается. Стандартные туристические мотоциклы или кроссоверы длинные и стабильные. Ты можешь сидеть ровно и ничего не делать. Мотоцикл с таким мощным мотором и с такими короткими базой и трейлом склонен вставать в вилли при ускорении и стопе при замедлении. Он провоцирует тебя компенсировать действия, нагружать переднюю часть при ускорении, загружать заднюю при замедлении, контролировать момент, когда заднее колесо отрывается от асфальта, а оно здесь делает так постоянно даже в моем не самом дерзком ритме езды. Это может звучать ужасно, но это похоже на танец с мотоциклом. И когда ты немного научился этим движениям, ты получаешь удовольствие от того, что именно ты контролируешь и не даешь мотоциклу перевернуться. Плюс на самом деле новичкам я бы тоже мог порекомендовать такой мотоцикл. Он показывает, когда ты делаешь что-то неправильно, кроссоверы этого практически не делают. На больших туристических мотоциклах другие эмоции. Ты скорее капитан корабля, который указывает направление, а мотоцикл по инерции плавно ходит. В каком-нибудь Супер Тенере есть свой кайф морского лайнера, и я тоже рекомендую попробовать такой тип мотоциклов, но я больше стал любить мотоциклы поменьше. Хотя насчет полного контроля над мотоциклом это в некоторой степени иллюзия, Тигр в любом случае подстраховывает электроникой. Как я и говорил, здесь есть наклонный ABS и трекшн-контроль, уровень вмешательства зависит от режима езды. Вообще электроника настроена великолепно, особенно квикшифтер. Это определенно лучший квикшифтер в классе, идеально переключает даже с первой на вторую, где почти все мотоциклы пасуют и дергают. А учитывая, что мотор эластичный и не требует на малых скоростях висеть в серой зоне сцепления, сцеплением пользуешься крайне редко. Если бы я мог себе позволить в гараже иметь 5 мотоциклов одним из, я бы выбирал между Трейсером GT и Тигром, чтобы на выходных по серпантинам кататься. Но из-за того, что Трейсер GT на треть дороже, я бы выбрал Тигра. Почему не спортбайк? Потому что на Тигре можно не только вокруг дома ездить, а куда-то подальше выехать и вернуться в тот же день. На спортбайке и Нейкиде долго по трассе ехать утомляет. Можно, конечно, Naked заколхозить, но не вижу смысла при наличии готового Тигра, у которого сразу большой бак, достаточная ветрозащита и красивая багажная система. Один маленький нюанс, о котором я обещал рассказать – подвеска. Особенность Tiger Sport 800 – у него все-таки кроссоверная подвеска длиннее, чем у спортбайков и Naked'ов, и это ощутимо. Во-первых, Тигр при торможении все-таки складывает вилку больше, чем привычно по ощущениям на спортбайках. Наверное, людям, которые ездят на Naked'ах, это покажется странновато. Если сравнивать с Трейсером, он жестче по подвеске. Во-вторых, если у Тигра подвеска пережата или слишком расслаблена, на скоростях выше 150 руль начинает чуть-чуть потряхивать в возмущенном потоке воздуха. Перестраиваешь подвеску – едет ровно. Здесь есть спереди отбой и сжатие, сзади отбой и преднатяг. Диапазон довольно неплохой, Тигр может быть и упругим, и довольно мягким, каким Трейсер быть не может никогда, но в целом это не топовая подвеска, иллюзий не стройте. Если говорить про хороший асфальт, электронная подвеска на Трейсере работает лучше. Она, например, неплохо компенсирует раскачку на волнах, у Тигра такой возможности нет. Если сравнивать с простым Трейсером с механической подвеской, там слишком уж жесткая подвеска. Тигр плавнее реагирует на ямки, и по плохим дорогам на нем ехать ощутимо комфортнее. Да и дорожный просвет немного выше. Хотя до уровня полноценного кроссовера типа Tiger 900 800 далеко. Это дорожный мотоцикл, на котором можно съехать на грунтовую дорожку и доехать до достопримечательности, не более того, но физически он проедет везде. Еще по части эргономических решений. Во-первых, отмечу отличные зеркала. На спорттуристах производители стараются ставить какие-нибудь дерзкие молодежные треугольники с острыми углами. Триумф в эти игры не играет, и на всей линейке Тигров шикарная форма зеркал, практически всегда самые удобные в классе. Причем Tiger Sport 800 по ширине руля самые узкие в классе, не говоря уж про отсутствие гард, но зеркала в стоке торчат почти на 10 см шире руля, поэтому не только свои локти видишь. А если нужен ультраузкий мотоцикл для междурядья, либо родные зеркала можно поставить под другим углом, либо купить любые другие и получишь городской телепорт. И один из самых больших недостатков мотоцикла – экранчик. Это многосоставная приборка с кучей ламп, двумя экранчиками, включая цветной, даже Bluetooth есть. Я думаю, было бы дешевле один большой дисплей воткнуть.
Этот экранчик выглядит устаревшим и ухудшает первое восприятие мотоцикла. Часть клиентов даже не узнает, насколько этот байк шикарный при езде, потому что поверить в это сложно, глядя на экран. Плюс он точно такой же, как на 660-м. Визуально оба мотоцикла слишком похожи, и есть ощущение, что где-то обманывают. Когда была презентация модели на канале Триумфа, там в комментариях напихивали за экран и, по-моему, в каждом премьерном обзоре отмечали. Экран сам по себе терпимый, но есть что улучшить. Во-первых, шрифты мелковаты. Во-вторых, когда выставляешь круиз-контроль, там нет значения сохраненной скорости, и ты не можешь изменить уже выставленную скорость. Также нельзя по нажатию кнопки возобновить сохраненную скорость. В-третьих, настроить идеальное отображение всех интересующих параметров на одном экранчике нельзя, предлагается листать менюшки. В-четвертых, при каждом запуске байка загорается зеленая лампа ходовых огней рядом с местом, где зеленый индикатор поворотника. Я после каждого запуска переключал режим света, чтобы индикатор пропадал. Это не дело. Да, это все несущественно, но первое впечатление экран портит и точно мешает продаже. И еще одно но. Триумф слишком слабо разделил модели 660 и 800. У 660 сейчас те же самые круиз-контроль, квикшифтер и IMU с угловыми ABS и трекшн-контролем. А мощности в новом поколении 95 сил, что всего на 17% меньше старшего брата. Но вообще мне нужно попробовать мотор обновленного 660 Тигра. Надо посмотреть, как он себя на низких скоростях ведет. Как появится, вероятно, сниму короткий обзорчик. Для российского рынка ситуация следующая. Гранмота эти мотоциклы привозит, и даже цена по современным меркам приличная за байк на гарантии. Но средний класс такие мотоциклы покупает с японских аукционов, и если 660-е Тигры достаточно часто появляются, чтобы можно было пойти и заказать, то Tiger Sport 800 бывают редко, и специально ждать такой мотоцикл не стоит. Но если попадется, берите, потому что 800 не настолько уж дороже 660-го, а трейсер того же года минимум на треть дороже, хотя безусловно трейсер прекрасный мотоцикл и более массовый, поэтому и с обслуживанием вопросов нет, и на разборках какие-то запчасти можно найти, и он ликвиднее на вторичке. С Тигром сложнее, хотя бояться не стоит, у Триумфа широкая унификация деталей между моделями, без запчастей не останетесь. А ликвидность ниже как раз повод через пару лет следить за предложениями на вторичке и взять шикарный мотоцикл недорого. Настоятельно рекомендую присмотреться к Тигру, получите огромное удовольствие. И спасибо за просмотр.